Доброго времени суток, друзья! Хочу вам предложить расслабиться и развлечь свой мозг. Попытайтесь правильно ответить на интересные вопросы, а также узнаете о разных интересных вещах, о которых вы, возможно, еще не знали. В конце этого теста будет задан дополнительный вопрос. Ответ на него пишите в комментариях. Удачи! Население какой страны на 1/7 состоит из рыжеволосых граждан? Шотландия, Ирландия, Австрия. Самая рыжая страна в мире – Шотландия. Около 13% шотландцев природа наградила рыжим цветом волос. Причиной этому является местный климат. Погода в данной стране обычно облачная и пасмурная. Поэтому рыжий цвет – результат адаптации организма на местный климат и отсутствие солнца. Помимо этого, ген, присущий рыжим, передается по наследству от каждого из родителей. Как называется ощущение от ползания мурашек по коже? Флоэма, парестезия, вагитус. Парестезия – один из видов расстройства чувствительности, характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания, мурашек. Проходящая парестезия обычно происходит или непосредственным механическим раздражением поверхностно залегающего нерва, а хронические парестезии часто возникают как симптомы поражений различных отделов нервной системы. Выберите самое малонаселенное государство в мире. Ватикан, Лихтенштейн, Монако. Ватикан – самая маленькая страна в мире как по размеру 109 акров, так и по численности населения 510 человек. Конечно, многие тысячи людей посещают и работают там каждый день. Но постоянных жителей Ватикана насчитывается всего несколько сотен. Вся страна окружена стеной и расположена внутри города Рим, Италия. В какой стране изготовили первый в мире складной зонтик? Во Франции, в Нидерландах, в Англии. «4 мая 1715 года в Париже впервые был представлен складной зонтик. Правда, тогда его конструкция сильно отличалась, корпус был сделан из кости, а для купола использовалась вощеная бумага или ткань. Зонт в те времена традиционно защищал от солнца. Впервые зонт стали использовать для защиты от дождя только в 1750 году, благодаря англичанину Джонасу Хинвею. В какой стране можно попробовать суп из птичьих гнезд? В Китае, в Мексике, в Танзании. Суп из птичьих гнезд популярен в Китае. Ласточки-саланганы изготавливают гнезда, которые считаются съедобными и состоят в основном из слюны. Гнездо растворяется в воде, суп чем-то напоминает кисель. Стоимость гнезда колеблется от 2500 до 10 тысяч долларов за килограмм. Получается, миска такого супа стоит от 30 до 100 долларов. Такая высокая стоимость обусловлена большим риском поиска этих гнезд и сложным процессом очистки. Что означает количество пятнышек у божьей коровки? Возраст, вид, пол. Количество пятнышек указывает на принадлежность божьей коровки к тому или иному виду. Всего на Земле обитает больше 4000 видов. Представители каждого из них носят на своих спинах от 2 до 28 точек. А также надкрылья насекомых могут быть окрашены как в привычный нам красно-оранжевый цвет, так и, например, в желтый. Да и пятнышки могут быть не только черными, но и белыми. Все эти признаки также зависят от вида. Как называют человека, который любит дождь во всех его проявлениях? Плювиофил, хлорофил, славянофил.
Плювиофил – это человек, который любит дождь во всех его проявлениях: запах мокрых улиц, звук капель по крыше и дорожке на стекле, влажный воздух, серое, низкое небо. Кстати, плювиофил в биологии – это вообще любой организм, который процветает в условиях сильного ливня. Грибы, плесень и тому подобное. Где находится гостиница Рюген, которая является самым большим пустующим зданием в мире? В США, во Франции, в Северной Корее. Рюген – не введенная в эксплуатацию гостиница, расположенная в Пхеньяне, столице КНДР. Представляет собой 105-этажный небоскреб пирамидальной формы высотой в 330 метров. Строительство началось в 1987 году, после чего несколько раз приостанавливалось, а в 2011 году был завершен внешний вид. В здании могут размещаться 5 вращающихся ресторанов и, по разным оценкам, 3000 или 7665 номеров для гостей. Поскольку отель не введен в эксплуатацию, он остается самым большим пустующим зданием в мире. Сколько весит сердце жирафа? 2 килограмма, 6 килограмм, 12 килограмм. Сердце у жирафа весит до 12 килограмм, имеет длину 60 сантиметров и стенки в 6 сантиметров толщиной. Высокий рост увеличивает нагрузку на систему кровообращения, особенно в отношении снабжения мозга. Поэтому сердце у жирафов особенно сильное. Оно пропускает 60 литров крови в минуту и создает давление, которое в 3 раза выше, чем у человека. Что делает клиноман? Лежит в постели, постоянно болтает по телефону, совершенствует внешность. Это слово произошло от двух греческих, которые обозначают влечение и постель. Так называют патологическое стремление оставаться в кровати. Это не лень, а самая настоящая фобия. Больной не стремится отдохнуть, а пытается спрятаться в кровати от окружающих его проблем. Стремясь отгородиться пребыванием в постели от проблем, он может придумать целую кучу заболеваний. Клиноман настолько сильно убеждает себя в этом, что симптомы болезней могут начать проявляться. Как называется лечение вином? Инотерапия, баротерапия, талассотерапия. Существует такая область медицины, как инотерапия, которая изучает целебные свойства вина и учит грамотно его употреблять. Красное вино содержит множество полезных химических соединений. Инотерапия предлагает принимать вино не только внутрь, но и использовать в косметологии в виде масок и примочек. Важно знать, что суть инотерапии состоит в употреблении небольшого количества вина в лечебных целях. Как называется миниатюрный кенгуру? Вомбат, валлаби, капибара. Квокка, сумчатое млекопитающее, состоит в прямом родстве с кенгуру. В отличие от своих собратьев, не бьет рекорды по прыжкам в длину, не имеет внушительных габаритов и развитой мускулатуры, однако ей это и не нужно. Ее главное оружие – это дружелюбие и фирменная улыбка. Из какого произведения Булгакова эта цитата? «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится». Пишите свой ответ в комментариях, а также напишите, на сколько вопросов вам удалось правильно ответить. Не забывайте подписаться на канал, будем развиваться вместе.